Доброго времени суток! Сегодня я бы снова хотел поговорить с вами на тему аксессуаров для приставки NES. Изначально данный ролик должен был быть больше, но в процессе подготовки сценария и поисков материалов я наткнулся на кое-что интересное, о чем в интернете было очень мало информации. И мне пришлось провести полноценное исследование, дабы раскрыть секреты данного аксессуара. И я очень надеюсь, что об этом услышит максимальное количество человек. Но для этого необходимо проявить активность с вашей стороны. Ваши подписки, лайки, комментарии помогают продвигать ролик в рекомендациях YouTube и не позволяют пропасть этому материалу в пучинах интернета. На этой ноте я бы хотел начать свое повествование. Как я уже упоминал, информация о данном аксессуаре довольно размыта, и большая часть того, что я скажу, является скорее моими личными рассуждениями на основе анализа имеющейся информации. Речь сегодня пойдет о неофициальном аксессуаре, который никогда не выходил на рынок и существовал только в качестве прототипа. Изначально я хотел включить рассказ об этом аксессуаре в перечень других аксессуаров в выпуске об аксессуарах NES, но понял, что эта вещь довольно интересная и, наверное, стоит выпустить отдельный ролик, посвященный этому аксессуару. Как вы могли заметить, речь сегодня пойдет о вещи, подозрительно напоминающей акушерское кресло, но на деле являющейся довольно любопытным контроллером для NES. Речь идет о Super Chair. Данный аксессуар является, наверное, одним из самых необычных для NES. А этот статус, ребята, еще нужно заслужить, ведь на NES выходило неимоверное количество странных штук. Точная дата, в которой появилось это чудо, неизвестна, но на одной из сохранившихся наклеек мы можем узнать, что контроллер либо готовился, либо уже предназначался для консолей Sega Genesis. К сожалению, в интернете я не нашел ни одного видеотеста контроллера на Genesis. Также стоит упомянуть, что по всей видимости планировалась возможность подключения стула к персональным компьютерам. К сожалению, достать данный контроллер практически невозможно, и приходится только ждать подобных тестов. Так как выпуск планировался и для Genesis, то можно смело сказать, что создано это чудо было не ранее 1990 года. Как я уже говорил ранее, данный контроллер не выходил на рынок. Некоторые люди заблуждаются, думая, что контроллер был произведен в Японии, что не имеет ничего общего с реальностью. Изначально в процессе исследования у меня получилось найти лишь один документ, связанный с этим аксессуаром. И на нем фигурировала компания Sangharon Trading Company. Один из зарубежных блогеров посчитал, что это название какой-то японской компании, что не совсем правильно. Я проверил это название и не нашел никакой информации об этой компании, но узнал, что это слово из тайского языка и, по всей видимости, является каким-то именем. Я предположил, что, по всей видимости, контроллер производился какой-то сторонней пиратской компанией из Таиланда. Как же я был рад, когда на одной из фотографий коробки с данным контроллером я нашел зловетные слова «Made in Thailand». Итак, вопрос касательно стороны происхождения этого чуда решен, что является очень важным открытием в рамках этого исследования. Также, помимо страны происхождения, эта надпись частично подтвердила одну из моих догадок, что данные контроллеры не производили на территории США. Остальные суждения основаны лишь на эмпирическом анализе небольших крупиц информации, полученных в интернете. Но я посмеюсь сказать, что по всей видимости они близки к истине. Итак, какая-то компания из Таиланда посчитала, что они придумали что-то поистине крутое и решили попытать счастье на американском рынке, ввиду того, что данный контроллер, по всей видимости, не был очень дешевым и являлся довольно специфичным для рынка Таиланда. Ребята из Sangharon Company решили поискать либо инвесторов, либо компанию-сторонника, которая помогла бы реализовать данный товар на рынке США. И, по всей видимости, компанию им найти удалось. Судя по всему, в США было завезено энное количество прототипов разного характера, предназначенных для показа и дальнейших тестов среди целевой аудитории. Этим объясняется такой разброс в вариациях Super Chair, которые мне попадались на фотографиях в интернете. Общая концепция всех вариантов была одна, отличался лишь дизайн. Цвет обивки стула, накладки на рукояти контроллера, и касаемо цветовых вариаций обивки в интернете мне встречалось только два варианта – в сером и черном цвете. Но на сохранившейся коробке имелась наклейка с иллюстрацией, где девочка сидит на Super Chair и играет в NES. На этой иллюстрации кресло представлено в красной раскраске. Рукояти контроллеров имели резиновую обвязку, которая также была обнаружена в двух цветах. На черном кресле рукояти имеют белый цвет, на сером же кресле, наоборот, черный. Что же касается образца, представленного на иллюстрации, то там рукояти также имели черный цвет. Неизвестно, существовали ли вообще красные варианты, или же это было просто концептом, но я буду верить, что все же в красном варианте кресло существовало. Раз уж я начал говорить про особенности различных вариантов кресел, которых точно существует два, то они отличались не только цветом, но и существовали и конструктивные различия.
Серая вариация имела опору из 4 труб, которые расходились от центра по диагонали. Также в данной вариации рукояти управления находятся дальше от сидения, чем рукояти в черном варианте. Серый же вариант имеет квадратную основательную опору, рукояти расположены в более удобном месте. Красный же вариант, представленный на этикетке коробки, по своей конструкции одинаков с черным вариантом. Конструкция черного варианта кресла, по всей видимости, является более поздней и доработанной версией. Также конструкции различны по подставкам для ног. Серый вариант имеет скорее Г-образную форму, а черный же вариант представляет собой прямоугольник, имеющий одну жесткость посередине и на конце имеющий подставку для ног. Так как мы описываем различия конструкции, то, думаю, стоит рассказать об общей концепции конструкции обоих вариантов. Superchair представляет собой подвижное в 4 стороны кресло, закрепленное в центре тяжести на металлическое широкое основание, созданное для лучшей устойчивости кресла. Спереди от сидения, от основания вертикально приварены металлические трубки, окончания которых имеют резиновое навершие, на котором расположены кнопки действий и кнопки Select и Start. К сожалению, в интернете я не нашел изображение кресла в разобранном виде, и сложно сказать, какая начинка находится внутри. Кресло поддерживает все игры линейки NES, но наиболее удобно играть на нем в авиасимуляторы, гоночные симуляторы и реже в различные шмапы. Даже не играя на этом кресле, можно сказать, почему оно не поступило в продажу. Даже визуально геймплей кажется сущим адом. Управление ужасно тугое и неотзывчивое. Управлялось кресло путем наклона туловища, а вместе с ним и сиденье в нужное место. Иногда кресло вообще не отзывалось на движение игрока. Конечно, на первый взгляд геймплей в данном кресле должен выглядеть интересно, но несколько секунд лицезрения на его работу дают понять, что вероятнее всего через 5 минут игры вас будет укачивать, ваш позвоночник превратится в труху, а мозг в черепной коробке будет стучать о стенки черепа, подобно маятнику Ньютона. На самом деле сама конструкция не выглядит как что-то надежное, и по моим предположениям центральный подшипник и ось при активной игре стирались бы в труху. А вот теперь кое-что действительно удивительное. На рынке в 1990 году, то есть соответственно, что и Superchair, вышло аналогичное устройство под названием Hot Seat. Данный продукт использовал те же технологии, как и Superchair, и оно имело наиболее законченный вид. Кресло было цельным и было выполнено из пластика, имело более плавные черты и анатомическую форму. Центральная подвижная опора выглядит более надежно. Элементы управления были сокращены до одного джойстика, расположенного на правом подлокотнике, и представляло оно собой немного видоизмененный QuickJoy Knee 5. Данное устройство было выпущено маленькой партией и продавалось лишь в одном регионе США. Сложно сказать, какое из устройств появилось раньше, или же Hot Seat представляет собой результат доработки украденной идеи у коллег из Таиланда. К сожалению, мы не знаем точной даты появления Superchair, но более сырой вид и похожие концепции наталкивают на мысль, что Hot Seat является доработанной версией Superchair и производившейся без участия коллег из Таиланда. Управление на Hot Seat выглядит лучше, чем на Superchair, но все же очень далеко от совершенства, поэтому данное устройство не обрело успеха. Добавок ко всему, особый интерес представляет то, что оба устройства фигурируют примерно в одно и то же время, используют одни и те же механики, одни и те же конструкции и, стоит сказать, что Hot Seat выпускался лишь силами американских компаний. Что мы не можем сказать о Superchair, ведь, насколько мы помним, оно выпускалось совместно, точнее, оно было разработано. Конечно же, оно было разработано силами тайской компании. Что же касается распространения Superchair на территории США, то, по всей видимости, присланную из Таиланда партию кресел отправлять обратно было слишком накладно, и они остались в Америке, впоследствии распространившись по родственникам сотрудников американской компании. Все-таки удивительно, что в наше время все еще существует огромное количество предметов, связанных с ретро-геймингом, которые требуют должного освещения и полномерного исследования. Я искренне был рад по кусочкам собирать информацию об истории этого удивительного устройства. Большим удивлением было найти аналогичное устройство, вышедшее в то же время. И я надеюсь, что в будущем продолжу собирать по крупицам и исследовать подобные вещи. Всем, кто досмотрел до конца, я бы хотел выразить огромнейшую благодарность. Ваша активность и вообще факт просмотра ролика до конца помогает продвигать мой контент в массы, что позволяет мне продолжать стараться, собирать и сортировать подобные факты специально для вас. Спасибо за просмотр.